Всем привет! Я рада вас приветствовать в своем новом влоге. Меня зовут Катя, канал мой называется «Уютный мир игрушек Амигуруми» и приятного вам просмотра! В сегодняшнем вязовлоге, точнее в сегодняшнем подключении, сегодня у нас понедельник, я хочу показать, какие я успела игрушки довязать за выходные, то есть это суббота и воскресенье. А тем, кто не успел посмотреть вязовлог предыдущий, там я более подробно рассказываю и показываю, какие их оттенках я вязала и какие колечки я использовала для погремушек, вы можете пройти по подсказке и посмотреть. Так, ну что, давайте просмотрим все же, какие погремушки у меня уезжают и сколько их всего количества. Здесь 3 оттенка, здесь светлые оттенки, красивенькие. Потом также у меня связались зайки с длинными ушками. Так, и 2 тоже зайчики. Цветные голубенькие и розовенькие. Вот таких вот у меня пока 8 штучек. Это все зайки с ушками вверх. Также в заказе были использованы 2 зайки погремушки с погремушками ушками вниз. Мальчик и девочка. Вот. И также к ним были связаны мишки-погремушки. Попросили в тонах, чтобы и мальчик, и девочка мог приобрести, приобрести к мальчику и девочку, и сделали в таких кремовых оттенках. Вот, чуть-чуть не помещается. И также к этому заказу попросили связать 2 малышек-щенят. Они тоже отправляются. У девушки мальчик и девочка. Им они очень понравились, и она заказала парочку для своих деток. Вот такой вот огромный заказ отправляется у меня в Москву. Девушка не первый раз у меня заказывает. Я с ней работаю уже примерно, даже не примерно, а 2 года. И сначала мы, конечно же, начинали пользоваться. Сначала я вязала погремушки всякие разные, цветные, с ручками. Но, судя по заказам, в Москве больше идут такие оттенки светлые с цветными воротничками. Поэтому девушка уже больше времени заказывает именно вот таких вот зайчиков с разными воротничками. Что, давайте я это все сейчас уберу и покажу вам следующий процесс, который я связала за выходные. Я не сказала, какие игрушки я связала, я же показала вам общий, да, результат. За выходных я связала вот эту вот мишку, довязала вот это вот, да, вот эту вот зайку, здесь глазки остренькие, и связала вот такой вот, да, и связала такого вот мятного зайку. Вот таких вот 3 зайки я связала за выходные, примерно суббота, с растяжкой на воскресенье, и совмещала один заказ совушку. Сейчас мы быстренько это уберем. Вот так вот я оформила посылочки. Все игрушечки у меня отправляются в таких вот пакетиках. Вот еще. И 2 собачки отдельно, так как это был заказ определенный для ее деток. И здесь такие вот миленькие открыточки. Все. И теперь, я надеюсь, это все у меня влезет в мой почтовый пакетик. Так, ну что, вот, у меня связалась вот такая вот совушка. Здесь размер у нее 17 сантиметров. Крылышки я уже пришила и все оформила. Осталось только оформить мне шапочку. Здесь вот шапочка студента, шапочка выпускника. Оформить, и совушка будет готова. Отправляла фоточку заказчице. Заказчице все понравилось, и осталось связать еще одну. Пока у меня шапочка студента выглядит в таком состоянии, я еще пока ее не оформляла,
хочу аккуратненько пришить и аккуратненько потом ее оформить. Вот так вот совушка будет у меня смотреться. Главный результат и главное, что заказчице все понравилось, и совушка скоро улетает домой на Камчатский полуостров. И единственное, что хочу еще связать хвостик. Я не видела у совушек, есть ли хвостики или нет, но хочу такой маленький хвостик связать, как бы все-таки птичка же, и оформить. И также в прошлом вязовлоге я вам показывала мои попытки связать по одному мастер-классу совушку. В мастер-классе было написано, что размер совушки 15-16 сантиметров. Для меня это было идеально, но там было без шапки. То есть я подумала, рост совушки будет подходящим. И решила вязать. В итоге я связала одну формочку. Она получилась у меня совсем маленькая, прям крошечная совушка. Потом все же я решила немножко изменить эту схемку и удлинить. И у меня получился какой-то несуразный длинной формы игрушкой, что пришлось мне ее распустить. Хотя думала что-то сделать, но нет. Я решила распустить до того состояния, довязать маленькое количество коричневого оттенка и сделать маленькую совушку. А мне ВКонтакте девушка прислала, как она вязала совушку по мастер-классу, где написано 15-16 сантиметров. И у нее также вышла совушка 12 сантиметров. Я вам поставлю фоточку этого мастера. Вот, как она, вы видели, да, как она помещается прям в ладошечке. Но там явно не 15-16 сантиметров, хотя крючок номер 2. Но пришлось помучиться и пришлось связать новую совушку в новом формате, в новом размере. А так оформление все было как на фоточке. Это мастер как бы вообще мастер-класс вообще как бы зарубежный, но перевели его русские мастерицы. И почему-то написали, что это их задумка. Ну, я всего не знаю, но очень странно. Вот. Так, что у нас дальше? Дальше у нас пришли тучки, и все резко потемнело. По помощнице. Сходила в Озон, забрала пряжу. Сейчас идем домой, и скоро будет распаковочка. Там для меня новая пряжа, которую я заказала, несколько оттенков. Это Yarn Art Baby, полуплюш, который маленький, полуплюш. Так, ну что, я готова уже распаковывать пряжу. Точнее, как сказать, я из почтовых пакетиков ее уже достала. И в таких вот аккуратных упакованных пакетиках мне пришло из магазина 5 мотков. Вот, они красиво тут упакованы, аккуратненько, сплющены и очень комфортно. То есть хорошо хранить, так как мне пока, у меня точнее пока нету места для полуплюша. Ну, полуплюша, почему полуплюша говорю? Потому что он маленький, наверное, поэтому нет у меня пока места в стеллаже для плюша. Надо там перебрать пряжу и потом уже сложить по полочкам, а так пока будет храниться у меня в пакетиках. Пока не начну вязать, естественно. Так, ну что, здесь у меня в основном Yarn Art Jeans на пакетике, и 2 моточка попались плюш и один софти. Один моточек софти нежного розового оттенка я взяла. Вот тут в основном оттенки стандартные, ничего нового. Выбрала, добрала, точнее, тех оттенок, которых у меня нету, и вот. И также я взяла здесь полный пакетик Dolce Baby. Это маленький плюшек. Буду дальше развивать свое вязание из этой пряжи. Оттенки все интересные, красивые. 2 розовых оттенка. Один светленький и 2 бледных. Белый, ярко-малиновый, то ли серый, то ли бледно-фиолетовый и такой вот лавандовый оттенок, точнее бледно-лавандовый. Так, дальше еще один пакетик у меня получается. Здесь 4 моточка я взяла для вязания Cotton Gold Hobby. Главное на фотографиях на сайте оттенки были немножко другие. Мне так понравились оттенки розовый и голубой, что я заказала, но они пришли обычных оттенков, которые у меня есть. И вот это должен быть желтым быть, но пришел мне оранжевый.
И это сливочный оттенок. Также для погремушек будет. Вот, и здесь тоже красивые оттенки. Dolce Baby, такой ярко-бирюзовый, насыщенный. Вот такой салатовый, беленький, также розовый и голубенький с коричневым. В общем, буду вязать, будет время от заказа, буду навязывать. И также в этой посылке я заказала себе крючок. Это от фирмы Knit Pro. Название крючка. Вот он. Заказала размер номер 2. Не хочет фокус ловить. Заказала размер номер 2, но по соотношению с китайским и с оригинальными крючками это получается крючок 1,75 по размеру китайского. И мне нравится вязать крючком 1,75. Я изначально начинала вязать игрушки крючком 1,75, но по соотношению размера игрушек мне пришлось перейти на размер номер 2. Так как когда ты продаешь на ярмарке и человек, например, видит игрушку маленькую и там цена 500 рублей, да, то некоторые, кто понимает, тот покупает, а те, кто смотрят игрушки визуально на глаза, то они не понимают, почему такая маленькая игрушка стоит 500 рублей. Поэтому мне пришлось перейти на крючок номер 2. Вот как раз таки хотела посмотреть шапочку этого крючка. Вот как раз таки шапочка здесь мне нравится, она такая остренькая и более тонкая, чем у китайского. У китайского шапочка более такая округленная. И здесь мне сама фактура крючка тоже нравится. Но надо будет заказать крючок, наверное, 2,5, чтобы по соотношению крючка номер 2 было, или 2,25 взять, чтобы немножко потолще был. Вот. Из него я еще пока не вязала, буду пробовать и обязательно скажу, что мне получается. Вот, надеюсь, вам какие-то оттенки здесь понравились. Сможете выбрать для себя в магазинах. А заказывала я его на сайте по 90 с копеечками. Уже не помню, а буклет куда-то делся. Вот, так что можете вживую посмотреть оттенки какие-то. И также себе оформить заказ. Точнее, магазин мне этот понравился. Мне его порекомендовали. И цены там сейчас немного дешевле, чем у всех остальных. Поэтому, если есть возможность заказать пряжу, то идите по этому магазину. Магазин называется 5 мотков. Вот. Так что я пойду вязать. На сегодня у меня процессов нету. Сегодня понедельник, я закрываю свое видео, отчет. И встретимся уже с вами завтра во вторник. Все, до связи. Доброе утро, у нас сегодня же новый день. Я повесила перед своим рабочим столом вот такую вот карту России, для того, чтобы отмечать свои игрушки, в какие города они уезжают. У меня, к сожалению, не хватило флажков. Я отметила только совсем их 4 города, но в ближайшее время собираюсь докупить их и отметить уже всю Россию, где мои игрушечки. Придется открыть почту, посмотреть архив, куда я отправляла, и поотмечать. У нас раньше была такая задумка, мы с мужем до рождения второго ребенка много путешествовали. У нас была карта Южного округа, то есть это выходило Черное море, Краснодар, Ростов, Абхазия. И получается все побережье Черного моря, да, и нескольких городов мы проездили все на машине, и также мы отмечали на карте все города, куда мы заезжали. И раз у нас пока с поездками немножко не получается, я решила купить карту и отмечать свои игрушки, в какие города они у меня уезжают. И на самом деле очень интересно наблюдать за этим событием, когда игрушки рядышком со мной, например, вот здесь нахожусь я, а игрушка, вот последний мой заказ, отправится вот сюда вот. Здесь поселок Паламан, и вот туда отправятся вот эти вот совушки. Я довязываю вторую штучку, и как раз таки они туда у меня уедут. Просто через всю Россию. Вот так вот. Здесь у меня стеллаж, его, правда, нужно перебрать, собрать. Моя многострадальная лампа, которая вечно падала, летала, она у меня вся в скотче, если вы видите. В общем, игрушки, там шерсть, там стол. Здесь я вот все записываю, кофеечек. И, наверное, подключусь к вам позже. Хотела поделиться с вами таким
событие. Честно, думала, карта немножко поменьше, она прям какая-то огромная у меня получилась. Может быть, не ту положили. Я заказывала 70 на метр. Ну, тут явно больше, чем метр в длину. Вот. Надеюсь, вам идейка такая тоже понравится. Вы захотите тоже себе повесить небольшую карту и отмечать игрушки, куда они у вас отправляются. Так что я пошла дальше вязать. До связи. Всем привет! Сегодня у нас уже новый день. Вчера я вам не показывала свои готовые процессы, либо какие-то продвижения. Я вам показала небольшой кусочек своей карты. И все. И на этом мой вязальный день закончился по соотношению видео. Но я, конечно же, успела повязать. И я очень старалась довязать быстрее совушек. И чтобы заказчик уже получил фотографию, я смогла уже сегодня быстренько отправить. Что я вчера и делала до 2 часов ночи. Я довязала совушку вторую и их оформила. Давайте я вам наконец-то их покажу. Это была первая совушка связана. Она с черными глазками. Рост у всех немножко получился разный. Первая совушка получилась меньше. Высота у нее 17-18 сантиметров плюс шапочка. Вот. А в чем я столкнулась, точнее, с какой проблемой я столкнулась? Это набивка больших крупных игрушек. Я очень не люблю набивать их, потому что, когда ты начинаешь набивать, они получаются какие-то кривые, ровные, где-то здесь больше, где-то здесь меньше, и постоянно достаешь и опять наполняешь, достаешь и опять наполняешь. Это, честно говоря, так утомительно и психически, так сказать. Вот. Вот эту совушку прям очень сложно было ее оформить, даже вот если вот присмотреться, где-то можно увидеть какие-то неровности, хотя я вчера очень набивала ее несколько раз, перебивала, и в итоге эта совушка получилась у меня по весу больше. Вот эта совушка у меня 145 грамм вышла, а вот эта 163 грамма. Насколько она получилась больше, немножко вытянутая, потому что у меня вчера с психу я набивала ее прям, чтобы она была ровная, и в итоге она получилась немного крупнее. Заказчик выбрал глазки черненькие и зелененькие. Также к этим совушкам я пришила вот такие вот бирочки. С бирочками и такие вот большие игрушки смотрятся более презентабельные. Тем более бирочка маленькая, аккуратненькая. И получается вот так вот выглядит. Мне понравились такие бирочки. Наверное, сегодня зайду еще куплю. Хотя у меня еще есть в запасе, но пусть будут, как говорится. Вот. Пришила, оформила им шапку студента. Первый слой я сделала один слой. Я, конечно, думала вышить еще один слой, но решила, что все равно в пути, хотя все равно в пути поедут они в коробке, но мало ли там помнется или еще что-нибудь. То есть с одним слоем тоже совушка смотрится очень миленько. Заказчице я фотки отправила сегодня ночью, она ответила, и все. Сегодня уже буду оформлять и отправлять. А так как я буду отправлять в коробочке, у меня получится целый квест. Чтобы надо, в общем, буду собираться на почту, возьму с собой весы, чтобы там купить коробочку, уложить, взвесить, оформить на улице ее, ну, взвесить на улице, оформить и прийти на почту просто ее отдать. Я не люблю стоять в очередях, я лучше с собой возьму весы, там где-нибудь в стороночке сделаю это все и отдам уже девушке. И найти еще надо фото, где можно распечатать обычный лист с бланком, вот, заполненным. Так что вот так вот. И хочу у вас заодно спросить, выглядит ли эта игрушка на 1100 рублей. Потратила я здесь пряжи 65 грамм. 65 грамм здесь полностью ушло у меня на пряжу. 65 грамм. Глазки я не помню, когда я их покупала. Это у меня еще на остатках. Где-то нашла розовенькие, зелененькие. Покупала давно еще на Алиэкспресс. И тоже одни глазки были большого размера. Даже не скажу какого, но в общем большого. Бирочки я покупала за 10 рублей. Вот, как вы думаете, какая цена этой игрушки? Дороже или дешевле вы бы сделали? Вот. Но здесь смотрите, сколько пришивных деталей. И шляпка, и крылышки, и глазки, клювик, сердечко, ножки.
В общем, целая история с этой совушки, хотя вроде выглядит просто. Одна большая деталька связать и просто оформить ее. Но нет, особенно сложно было пришить глазки, чтобы они были более ровными и аккуратными. Надеюсь, я с этой задачей справилась. Но главное, что заказчице понравилось, и они у меня отправляются домой. Вот. А дальше, кто помнит, кто смотрел мой прошлый вязовлог, я показывала такую несуразную форму типа совушки, я хотела связать. Я, если найду фотографию, вставлю до. И после. Я решила распустить основную коричневую часть, немножко белого, и сделать совушку в нежно-розовых оттенках. Розовый оттенок выбирал младший ребенок. Она захотела тоже совушку, ей так понравились эти совушки, что она вчера весь вечер с одной просто гонялась, когда я вторую довязывала. И решила, что маленькую совушку свяжу ей тоже, пусть она будет, только в розовых оттенках. Розовый она выбрала, крылышки, наверное, будут немножко другого оттенка. В общем, сделаю ее какую-нибудь яркую, специально для детских глазок. Вот. Так что это мой пока единственный процесс. И начинаю свой новый заказ. Это пока только мы определились с одним оттенком и в комплект бусинки. Мне нужно будет связать погремушку зайку в оттенке Cotton Gold. Это красивый мятный оттенок 372. Это будет игрушка зайка. И также мне нужно будет сделать подвеску для пустышки. Жду ответа сочетания со вторым оттенком, но больше я склоняюсь к светлому оттенку, какому-нибудь кремовому, либо к белому. Это наборчик будет для мальчика. Вот. Пока жду ответ. Сегодня вечером начну вязать погремушку. И надеюсь, девушка мне ответит со вторым оттенком, либо с третьим, сколько она хочет добавить. Так, чтобы пустышка была яркая и также, чтобы смотрелся как комплектом. Вот. И вечером начну вязать, а завтра, наверное, вы уже сможете увидеть у меня результат. Какой-то, да, увидите результат, что у меня получилось. Вот. Еще они хотят носочки, но носочки я не вяжу. Спицами я не вяжу. Я, конечно, посмотрела всякие разные варианты вязания носочек крючком. Но здесь я уже под вопросом, соглашусь или нет. Честно говоря, тоже хочется, чтобы был комплект красивый, смотрелся в 3 наименований, но пока подумаю под этим вопросом, потренируюсь. Если хотя бы один носочек получится связать аккуратный, красивый, и если 2 еще ровно, то может быть будет и набор. Но пока у меня все, я отправляюсь на почту и встретимся уже с вами завтра. Все, надеюсь, все получится. Нашла дома коробку, решила ее сразу оформить, и как раз таки очень хорошо подходит. Это у меня с Валберса я что-то получала, и эта коробочка у меня осталась, и она прям идеально подходит для этих совушек. Вот сейчас я оформляю и буду упаковывать и взвешивать. И все. Ну, я предварительно как бы взвесила, заказчица уже отправила вес и сумму посылки, и все. Мне осталось только оформить и отдать на почту. Иду на почту, вот так вот оформила посылку, распечатала в соседнем магазине. Листочек распечатать такой у нас уже стоит 7 рублей. Не ожидал я таких затрат. Не, шучу, конечно, но все равно раньше было 4 рубля, по-моему. Сейчас уже 7 рублей. То есть один листочек не так накладно распечатать, чем прийти распечатать какой-нибудь доклад. Вот, в общем, вот я оформила ее, приклеила сама файлик и несу на почту и уже отдам, а там уже сами ее оформят. И посылка это будет идти, напоминаю, 30-32 дня 1 классом. Всем приветик! Сегодня у нас уже новый день. Я хочу вам показать свои небольшие продвижения, что я успела связать. А перед тем, как покажу продвижение, я хочу вам сказать, что у меня уже выпустился на канале мастер-класс описания в слайдах на такого маленького чеширского котика. Так что ссылочка будет внизу под видео. Проходите, вяжите, делитесь своими фотографиями. У меня есть группа ВКонтакте, где вы можете самостоятельно выкладывать свои фотографии в группу.
Так что всем приятного вязания. Так, ну что, котик наш будет лежать здесь, радовать нас своим присутствием. И дальше давайте я вам покажу свое продвижение. По поводу совушки, которую я вяжу для дочери, я продвинула ее совсем чуть-чуть, так как я начала вязать уже, начала вязать заказ. Здесь совсем несколько рядов провязала и все. Так, дальше я связала погремушку. Мы определились с оттенком. Основной оттенок это у нас Cotton Gold 372, мятный красивый оттенок. С него я связала погремушку. Я изначально вязала беленький воротничок, потому что присылали фотографию, и на голубом зайчике был такой кремовый воротничок. Я связала, девушке не понравилось, решили взять какой-нибудь яркий по соотношению. И мы выбрали такой изумрудный оттенок, это Yarn Jeans. Номерочек вам не подскажу, потому что этикетка у меня уже где-то посеялась. Честно, было лень заходить смотреть оттенок. Но вы также просто, думаю, можете зайти, посмотреть палитру Yarn Jeans и также совместить. Вот, и к нему я начала уже вязать держатель для пустышки. Держатель также будет в форме зайчика, и здесь у нас будут идти бусинки и петелька для самой пустышечки. Пока вяжу из оттенка Cotton Gold и связала одну бусинку, вот так вот. Ждала долго, когда ответят по поводу второго оттенка, чтобы можно было уже навязывать бусинки и оформлять держатель для пустышки. Сегодня я обещала заказчице к вечеру, что я уже успею сделать. Здесь осталось совсем чуть-чуть, и вечером полностью сфотографирую ей заказ. Вот. Заказ по поводу погремушки захотели сделать вместе с глазками. Я оформила глазки. Здесь размер номер 7, очень красиво смотрится. Буковое колечко номер 55 миллиметров. Погремушка внутри, также самодельная. Здесь идет контейнер от Киндера, оформленный в кругляшочек, и несколько бусинок. И звенит очень хорошо. Так что на сегодня у меня вот такие вот продвижения. Пока мало вроде вязала, отправила совушек и связала только одну погремушку, и все. Немножко в таком растянутом состоянии, больше как отдыхаю, чем вяжу. Ну, хочу быстрее уже довязать заказ и повязать что-нибудь свое, пока есть свободная минутка. А с понедельника начну также снимать новый вязовлог, и там будет заказ 2 игрушки и одну дыньку надо связать, а тоже поедет все в одни руки. И как раз таки закончить этот заказ и влог, и начать уже новый с новыми продвижениями. Так что я, наверное, с вами уже буду прощаться на завтра. Завтра у нас пятница. В пятницу у меня выпускается мастер-класс на котеночка, который ссылочка будет внизу. И проходите, вяжите. Все. А я с вами прощаюсь, наверное, скорее всего, до воскресенья. Хотя нет, ну в смысле воскресенья выйдет вязовлог, а прощаюсь с вами до завтра. Завтра я вам обязательно покажу, что я связала. Все. До завтра. Всем привет! Сегодня у нас уже пятница, заключительный день рабочей недели. Впереди выходные и можно отдохнуть. В плане того, что я успела выполнить все заказы, которые я планировала сделать на этой неделе. И в выходные либо я пойду погуляю, либо я могу повязать все, что мне хочется. Но я уже начала один процесс как раз таки на выходных. Я вам чуть позже его покажу, а сейчас давайте я вам более подробно расскажу про заказ. Погремушку вы уже видели. Связалась она из Alize Cotton Gold. Фокус у меня не хочет ловить. Вот так вот. К нему я связала уже держатель для пустышки, либо для грызунка. По желанию. Сюда можно все что угодно цеплять. Вязала по мастер-классу лисички. У меня есть на канале мастер-класс держатель для пустышки. Только я поменяла формочку. Там у меня лисичка, а здесь я сделала зайка. Все то же самое, кроме ушек. Да, кто вяжет схемки, кто читает схемки, да, свободно в печатном формате, то вы можете связать сами ушки небольшого размера и также сделать такой же держатель
в форме зайчика. Ну, в принципе, любых зверят, просто я для себя определила, точнее, для себя выбрала определенную длину самого держателя и просто держусь этому мастер-классу и вяжу разных зверят, которые заказывают в наборах. Вот, до этого я вязала тигренка, потом львенка, сегодня вяжу зайчика на основе мастер-класса лисички. Повторюсь, мастер-класс будет под описанием, под видео, описание под видео. Вот, глазки здесь я вставляла номер 5 на безопасном креплении, также здесь вставляла глазки номер 7. Все детальки были оговорены заказчицей, а кто-то хочет с глазками, кто-то не хочет, чтобы глазки были вышиты. Но мое как бы понятие, если глазки на безопасном креплении, то есть да, заглушка очень хорошо зафиксирована, то есть взрослый человек не может просто вытащить там отгрызть, я не знаю, надо еще как-то постараться, а как это сделает ребенок, просто очень многие говорят, что глазки небезопасны. Ну, на моем случае такого не было, то есть я и мужу просила, типа, попробую достать глазки, он тут колупал, в итоге так и не смог захватить и что-то сделать или оторвать. Вот, тем более маленький ребенок. Ну, это мое понятие, что кто-то, ну, в принципе, кто-то боится, не делает, а кто-то нормально к этому относится и делает глазками и без глазок. Вот, я делаю все, как закажу, так и делаю. Но это просто мое личное мнение. И также здесь глазки номер 5 на безопасном креплении. Такой держатель я продаю по 550 рублей. Вот, если кому-то интересно, обращайтесь, свяжу вам разных зверят, пока цены не поднялись, потому что на дерево очень сильно поднимается цена, как бы еще в запасах у меня по старым ценам есть, но когда будет закупка новая, и если они будут сильно дороже, то цену, конечно, я буду потихонечку поднимать. Не хочется, но это уже не от меня зависит, конечно. Все как поставщики, как они ставят свои цены на изделия из дерева. Вот. И к ним же, к этому же набору у меня есть носочки. Носочки вязала не я, сразу говорю. Мне здесь только надо сделать веревочки из оттенка, как связан зайка, чтобы они более-менее подходили к наборчику. Я грызунок уже связала в 2 оттенках, а вот держатель добавила белых бусинок, чтобы набор смотрелся подходящий, чтобы белые носочки смотрелись, точнее, к набору. Вот, и вот такой вот наборчик у меня уезжает. Вот, как вам такой наборчик? Вот, мои любимые оттенки, я очень люблю вот этот оттенок Cotton Gold, и очень рада, что из него заказали наборчик. С удовольствием связала. И все, теперь буду упаковывать. Заказ этот будет отдаваться в Краснодаре из рук в руки, поэтому будет в крафтовом пакетике. Ну, также я упакую это все в прозрачные пакетики. Для прочности обработаю все держатели спиртовыми салфетками и буду уже упаковывать в дальнейшем. Вот такой вот набор. А дальше у меня только начался процесс, я буквально чуть-чуть повязала. Это хвостик от обезьянки. У меня давно уже просили мастер-класс на обезьянку, игрушки по одной схеме. И как раз таки вот у меня выкрались таких 2 дня выходных, когда я могу повязать в свободном вязании, а с понедельника опять начать писать заказ. Так что на этих выходных также выйдет мастер-класс. Это будет описание на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. А на Ютубе, конечно, будет все выходить тоже мастер-классы, но поочередно с вязовлогами. Так что все равно ссылочки я оставлю, если успею связать до выпуска. Если нет, то обязательно потом расскажу в следующем влоге. Так что вот такие вот у меня процессы на этой неделе. Я очень довольна своими результатами. Доброе утро! Сегодня у нас уже суббота. Я хочу просто показать вам последний кусочек этого влога, отснять уже. И игрушку я, конечно же, не успела собрать. Мне, честно говоря, было так лень. Я ее только связала. Вот так вот выглядит обезьянка. В таких вот тонах. Это полностью все Yarn Jeans. Мордочка Газал Jeans, такого белого кремового оттенка. Все, мартышка у меня готова. Этим я уже практически довольна. Осталось собрать, отсфотографировать и оформить мастер-класс в письменном формате в виде слайдов. Ну, в принципе, как обычно, у меня идут малыши.
И все. И к нему же у меня есть жабо. Жабо это от заказа осталось, потому что девушка выбрала зеленый воротничок для погремушки, а этот цветненький остался, и он так хорошо смотрится к этому свитерочку. И я решила, что я соберу и посмотрю. Может быть, оставлю жабо, может быть, просто сделаю ему шарфик. Вот. Ну, главное, обезьянка уже готова, это уже очень-очень хорошо. Пойду дальше вязать. Я поняла, что за выходные я, наверное, ой, за выходные. Я поняла, что за недельный влог я не успею связать 3 игрушки, потому что 2 из них объемные. И решила начинать снимать уже в выходные дни. Поэтому влог я этот заканчиваю. Надеюсь, вам он понравился. Спасибо за комментарии и за лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видеовлоги. И говорю вам пока, до новых встреч!